Друзья, всем привет! Сегодня решили вместо обычного банального нашего обзора в TradingView с идеей о том, куда будет двигаться биткоин, решили записать вот такое вот видео. Наконец-то, 26 июля еще делался этот прогноз, этот анализ о том, что биткоин сходит в сторону 25 тысяч долларов, после чего может еще спуститься в районе 22 тысяч долларов. Сегодня ночью эта ситуация реализовалась. Те, кто с нами на нашем канале, наверняка видели это все и удалось там заработать. Наконец-то закрыты были позиции. Впереди выходные, можно спокойно будет отдохнуть. Давайте теперь пообщаемся, поговорим о причинах, что случилось. Я себе выписал некоторые моменты. Первое. Падение биткоина есть фундаментальная тому причина. Здесь на самом деле есть скопление нескольких причин. Хотелось бы их рассказать. Первое. Это то, что монеты Ripple там в районе 400 миллионов монет перевели на бирже для того, чтобы с целью, понятное дело, их продать. Потом пришел фут касательно строительной компании Evergrande. Этот застройщик, этот холдинг не первый раз уже провоцирует падение биткоина. Вчера биткоин упал на 12%, альты упали на 20-30%, некоторые еще даже глубже. Поэтому это не первый раз, и тому есть скопление таких вот фундаментальных ситуаций. Ну и понятное дело, что отчетность SpaceX о том, что они продали свои биткоины. Но на самом деле этот отчет был за 2022 год, а его опубликовали сейчас. Информация стала сейчас. То есть разыграли вот эту вот карту, вот эту вот панику, вот этот фут на вот таких вот вещах. То есть Tesla, Evergrande и перемещение там в районе 400 миллионов Ripple. Ну и плюс, понятное дело, там сейчас идут разговоры о том, что государства США продали биткоины, какую сумму еще непонятно, поэтому все это произошло. Я предполагаю, что на этом падение не закончилось. Я предполагаю еще какую-то проторговку, возможно, откат в диапазон там 27 тысяч долларов для того, чтобы перекрыть гэп, потому что образовался гэп на фьючерсных биржах и разрыв между 27 600, 27 300, 27 200, там образовался гэп. Его, возможно, перекроют, после чего уже продолжится дальше снижение. Я ожидаю снижения в районе 22 тысяч долларов, может быть, даже ниже, буду смотреть уже по ситуации. Второй вопрос. Будет ли продолжаться снижение, это уже дно или нет. Я говорил и продолжаю говорить, что 3-4 квартал я ожидаю о том, что мы еще увидим дно. Возможно, это будет перелой предыдущего дна, который у нас был там в районе 16,5 тысяч долларов в ноябре предыдущего года. И третий вопрос, когда ожидать изменения тренда? Изменение тренда можно будет ожидать только тогда, когда будут фундаментальные события для этого. Фундаментальные события — это что такое? Это когда ФРС перестанет повышать ставки доллара. Ставку доллара еще, возможно, поднимут на один раз. Очередное заседание у нас будет 20 сентября. Мы будем понимать, что будет происходить там. После этого уже будем понимать, будут ли они останавливать уже повышение ставок и будет ли какое-то поднятие ставок. До момента, пока ставки не будут опускать ставку доллара процентную, говорить о каком-то новом булране, говорить смысла абсолютно никакого нету. Поэтому сейчас ожидаем откат, перекрытие гэпа в район 27 200, 27 600, проторговку, ретест. Если его быки каким-то образом не пробьют, продолжим снижение в районе 22 тысяч долларов. Ближе к третьему-четвертому кварталу какой-то кризис. Черный лебедь, наверное, перелой предыдущего дна. И потом уже, когда перестанут повышать ставку, наоборот, снижать процентную ставку доллара, тогда уже будем ожидать новый булран. В принципе, на этом буду заканчивать. Если какие-то вопросы у вас будут, обязательно задавайте. Пишите, спрашивайте, уточняйте, не стесняйтесь, будем рады вам быть полезным. Всем желаю вам большого профита, плотного тренда. Всем пока.